Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш расклад Таро будет на тему «Кто тайно влюблен в тебя?» Его чувства, намерения и будущее ваших отношений. Ты чувствуешь, как будто кто-то рядом, но не говорит вслух. Словно взгляд, ловит взгляд, но никто не решается подойти. Иногда ты просыпаешься с ощущением, что тебя кто-то любит, молча, из тени. Сегодня мы достанем каждую карту и посмотрим знаки, чтобы раскрыть эти чувства. Он молчит, но карты скажут все за него. Прикоснись к правде и слушай внимательно. Некоторые ответы могут изменить все в твоей жизни. Друзья, настройтесь на себя, на своего виртуального партнера, если у вас его нет, на свои чувства, на свои ощущения, на своего реального партнера, если он есть. И получите в ближайшее время потоковое чтение на те вопросы, которые могут пролить свет на ваши отношения здесь и сейчас и в ближайшем будущем. И я, Алехандро, свечу зажигаю. Кто тайно любит тебя, на вопрос отвечаю. Свече гореть, правде быть. Этот расклад можно посмотреть с разных сторон, и на тайную любовь, и на те отношения, которые есть. Мы будем заходить с разных сторон, брать вопросы из потока. И первое, что мы с вами начнем сегодня, это будет, посмотрим, как именно карты Таро видят вас. Да? Вот так посмотрим, давайте. Как карты Таро видят вас в эту минуту, прямо сейчас. Или что хотят именно о вас лично рассказать карты. Может быть, вы поймете, что этот расклад про вас, услышав правду о себе какую-то. Да? Так. Давайте немножечко черепашечку вот так. Смотрите, сразу выпадает знак рыбы. Здесь и рыбы, и скорпионы, и раки, да. Может быть, вы водные стихии, но вы человек достаточно такой мягкий, утонченный, нежный, чувственный. Я скажу так, что вы хороший друг, и если у вас есть друг или подруга, да, то вы всегда поможете своему другу или подруге. Окей, хорошая карта. И да, вы, скорее всего, по этой карте чувствуете, что кто-то к вам испытывает чувства, кто-то, может быть, ловите на себе чей-то взгляд, но ощущаете, что кто-то к вам проявляет чувства. Окей. Давайте дальше. Вы такой человек, действительно, видите одни чаши, такой эмоциональный, любитель помечтать, любитель пофантазировать, любитель себе что-то придумать, надумать, да, накрутить себя любитель. Часто, может быть, даже иллюзии вас немножко затягивают, засасывают, да, заглатывают вас или проглатывают. И вы в этих иллюзиях, как в розовых очках. То есть где-то вы человек, склонный к иллюзиям неким. Да? Но если взять эту карту все-таки на вас больше, если женщина, вы ищете подсознательно себе мужчину такого погорячее. Такой, чтобы с таким уже жезлом был, чтобы вы под его жезлом чувствовали всю его власть. Но может быть и у вас, вы мягкий человек, да, но может быть это ваша черта характера, может быть даже ваш знак зодиака тут чистый лев все-таки, хотя тут контраст такой, у меня такое ощущение, что если все-таки это вас карты видят так, да, и женщина не ищет себе мужчину такого погорячее, да, со стержнем, да, со своим мужским, то тогда это иногда вы себе очень сильно противоречите. И из какого-то такого
человека мягкого, утонченного, нежного превращаетесь в фурию, в бестию. Ну, может быть, в гарпию. Я не знаю, тут... Ну, в принципе, это лев, да. Ну, может быть... Ну, женщину с головой льва и крыльями летучей мыши. Почему-то такое идет. Окей. Хорошо, но все равно в центре есть мужчина. И у меня такое ощущение, что вы тот человек, да, ну, скорее та женщина, которая чувствует на своей спине взгляд горячего мужчины или мужчины-льва. Может быть, просто вам нужен мужчина-лев. Окей, смотрим дальше. Нет, все-таки вы человек спокойный, это вам... Да, вы можете вспылить, как любой человек, да, ну какой же человек не вспылит. Но у меня такое ощущение, что вы просто ищете мужчину настоящего льва, а вы спокойны при этом, да, то есть вы больше человек такой, больше флегматичный, чем холеричный, а вам нужен холерик. И подсознательно вы ищете такого холерика. Почему? Потому что вы спокойны, чтобы вам было не скучно, да, как говорится. Чтобы не скучать. Ну ок. Еще вы такой человек, вы щедрый. Почему-то у меня идет такое, вы всегда помогаете. Не только себе, вот вы человек не жадный для себя и для других не жадный. Вы всегда становитесь спонсором канала, помогаете каналам, животным, поддерживаете, да, там, развиваете не только себя, но и других. То есть почему-то у меня здесь идет как будто бы вы щедрая душа, да, вот такое вот. Всегда жмете лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарий, зная, что это помогает развитию канала, да. Но тем не менее, карты вас видят как человека, который может быть готов отдать частичку себя, пожертвовать частичкой себя или собой для хорошего дела, хорошему другу, близкому человеку, любимому человеку, реальному человеку, настоящему человеку или человеку, которому нужна какая-то помощь. У меня такое ощущение, что вы какой-то доктор, врач, что ли. Ну, врач, да. Что-то связано с медициной. Может быть, ваша энергия как-то благодатна, как благодатный огонь, да, влияет на разум и душу другого человека. Давайте еще посмотрим, что о вас скажут карты. Нифига себе, да вы еще и везунчик. И карты вам хотят сказать, что сегодня на раскладе вы услышите что-то очень важное. Вы получите какой-то очень важный знак, подсказку, знаки судьбы, инсайт какой-то, да, или совет нужный вам, да, поэтому прислушайтесь к этому раскладу, может быть, послушайте его 1, 2, лучше 3 раза, да, может быть, перед сном послушайте. Я специально сегодня говорю спокойно с вами, медленно и успокаивающе, да, чтобы ваша частота совпала с моей, и вы получили вот именно знак судьбы. Но вы родились под счастливой звездой все-таки. Может быть, недавно вы осуществили какой-то переезд, поездку и изменили жизнь, либо намереваетесь изменить жизнь, планируете, да, вот, ну, это как бы карты к будущему, это к прошлому, а это к настоящему. Может быть, вы просто готовитесь к какому-то прыжку, рывку или к квантовому скачку. Ну что ж, друзья, давайте теперь посмотрим. Вот мы же сегодня о том человеке, который вас вроде бы как тайно любит, да, или о вашем партнере, с которым вы пытаетесь разобраться, да, в отношениях. Давайте спросим или просто посмотрим, вот кто он, этот человек, да, и давайте вот первый вопрос, который у меня идет, вот здесь идут рыбы, да. Рыбы — это поток энергии скрытых, тайные какие-то, мистические, может быть, магические где-то. То есть это скрытые энергии. Вот давай спросим. Его энергия или его поток энергии рядом с тобой, какой он?
Ты знаешь, у меня такое, я сказал, что ты как будто бы женщина, да, водной стихии, но он с тобой, он, смотри, здесь королева жезлов, это тот же Овен, только, ну, как бы тот же лев, только Овен, да, то есть более такой простой лев, да, лев на минималках. Так вот, его энергия рядом с тобой огонь. Огонь, або вогнище, або вогонь, краще так, вогонь це вогонь, а огонь это огонь. Поэтому ти вже напиши в коментарях, він вогонь, і ти це відчуваєш, или он огонь, и ты от этого кайфуешь, да, как-то так. Тем не менее, здесь что-то у меня о пламенных близнецах пробивается. Я не настаиваю и не муссирую темы пламенных близнецов, но все-таки, видишь, энергия, мы задали вопрос, какая у него энергия, огонь. И здесь в центре мужчина огонь, поэтому если мы гадаем на мужчину, то он огонь. Мужчины, если смотрите, да, и слушаете свое, то, что вам надо, то здесь, возможно, женщина с вами горит. Поэтому здесь очень много сексуальной энергии, творческой энергии и энергии светлой. Поэтому его энергия с тобой светлеет, даже если есть что-то темное, окошечко тут есть. Да? Даже если он или она бес или бесится, потому что ты не его или не ее, то все равно рядом с тобой он, она, огонь. Ну окей. Хорошо, вот давай спросим. Вот иллюзия, да? А иллюзия это пересечение вариантов. Где ты чаще всего с ним пересекаешься, с этим человеком? Или можешь пересечься, если ищешь этого человека? Ты с ним чаще всего пересекаешься в магазине, в банке. Ну, может быть, там, где получаешь зарплату, в кассе, возможно, в какой-то, да. Ну, это тоже банк. И, может быть, где-то, где ты привык или привыкла проводить свое время. Ты с ним пересекаешься в мире вещей, которые не готов или не готова отдать. Что это за мир, можно написать в комментарии. Ну, эта подсказка очень абстрактная, тем не менее, она говорит о том, что ты пересекаешься там, где ты за что-то крепко держишься, или считаешь деньги, или рассчитываешься с кем-то, не очень желая этого. То есть ты производишь взаиморасчет, но не хочешь рассчитываться, то есть там, где ты оплачиваешь долги. Может быть, это кармические долги. Давай о нем спросим, вот что в тебе цепляет его больше всего. Что в тебе цепляет его больше всего? Вот так вот спросим. Я беру, друзья, вот вопросы из потока, а потом перечень вопросов я вам кидаю, чтобы вы по блокам могли смотреть их. Специально так делаю. В описании смотрите, если вам так удобно. Ну, если вы смотрите что-то конкретное, да. Опять огонь, опять энергия, опять светлая энергия. Твоя магия, ты его как-то околдовала, очаровала. Твое, возможно, таинство. Тут у тебя, ты знаешь, вот все-таки я скажу так. Твоя королева жезлов, особенно если ты женщина. Если ты мужчина, тут твой огонь. Это говорит о том, что твоя энергетика, твое умение управлять ситуацией, твоя инициатива, твоя женская магия, твои цели, твой творческий подход к делу. Вот это его будет цеплять. Но вообще твоя магия женской энергии. Это не только сексуальность, но для горячего мужчины это очень важно. А здесь мужчина очень горячий, поэтому будь осторожна, не обожгись. Давай спросим, а почему он молчит, этот мужчина, до сих пор? Не заговорил с тобой. Лежит же, молчит все-таки, да? А он, знаешь, он так кружится
у него такая ритмичная жизнь, он еще тебя пока, ну, как бы... Может быть, он положил на тебя взгляд, ты чувствуешь, но он не может выбрать, ну, как минимум, может быть, даже из 3 женщин. То есть он кружится в треугольнике. Хорошо это или плохо, можешь написать мне в комментарии. Я обязательно поставлю тебе сердечко. Хорошо. Давай тогда это внутренняя карта и какое-то проявление. Давай спросим, что внутри него мешает ему проявиться, да? Ну, знаешь, он пока это все-таки внешнее какое-то. Он тебя еще все-таки не заметил. То есть он хочет выбрать, чтобы при выборе, смотри, это внутренняя его карта, а это внешняя. Вы как бы, может быть, вы чувствуете энергетики, ощущаете взгляды, но как бы ты его не заметила еще, да, то есть, смотри, ваши, вот, открылось мне, ба-ба-ба-бам, барабанная дробь, ба-ба-ба-бам, ваши взгляды еще не встретились, понимаешь, в чем дело? Ну окей, не встретились взгляды, но что-то мне подсказывает, что твои взгляды обязательно встретятся, ваши взгляды обязательно встретятся, да, и если ты хочешь этого, пиши прямо сейчас. Намереваюсь встретиться с этим мужчиной или с этой женщиной взглядом или взглядами. Карта здесь очень мощная. Пусть она вот так лежит. И пусть ваши взгляды встретятся. Но, возможно, тебе понадобится для этого волшебная пентаграмма. Я показывал тебе свои волшебные пентаграммы. Ищи видео «Обереги и амулеты Алехандро». Ну хорошо. Давайте посмотрим следующий такой, да, следующую нашу горизонталь и погрузимся в его чувства, да, явные, скрытые. Вот все-таки здесь вот ощущения какие-то у меня. Вот что он ощущает, когда один на один с самим собой? Или без тебя? Или был с тобой, но не с тобой сейчас, да? Когда далеко от тебя. А вот оно, у бинго, он тоскует о тебе. Он тоскует по прошлому, он скучает. И он, может быть, даже где-то не находит себе места. Он очень сильно грустит и печалится без тебя. Вот как, видишь, карты сегодня запели. Почему они так поют? Задумайся. Хорошо. Тогда давай спросим, что он не может отпустить и что в тебе побуждает в нем эмоции. Что в тебе побуждает в нем эмоции. А внутренние конфликты, возможно, вы либо ссоритесь, или поссорились, но поскольку это человек, который тебя тайно любит, он не находит себе места, и в нем внутренний конфликт. Он не знает, по каким правилам играть с тобой, и, возможно, он, ну, как бы ты ему очень нравишься уже давным-давным-давно, но он где-то, может быть, заигрался с другими партнершами, женщинами или мужчинами. Слышишь, да? Ну, может быть, она с мужчинами другими заигралась, да? А ты ее любишь до сих пор. Или она тебя любит, да? Или он тебя любит. Хорошо, вот давай тогда спросим. Давай на реакцию посмотрим, да, все-таки король жезлов и маг — это прям про такую реакцию, да. А лучшая реакция — это что? Эрекция, естественно. Как он отреагирует, когда ты рядом с другими? Или, ну, его реакция на ревность, да, проверка на ревность. Да, в нем революция происходит. Революция. Прямо очень революционная такая революция. Кипит его разум возмущенный, скажу я так. Очень сильно он возмущается, и он, знаете, у него
Он ревнивец, у него глаза наливаются кровью, а он этого может пытаться не показать. И он, может быть, и не краснеет сам, а вот зрачки его расширяются, а белки его начинают краснеть. Давай спросим, о чем он втайне мечтает? Почему-то хочется спросить. Втайне он мечтает найти компромисс, договориться с тобой, скорее всего. Втайне он мечтает о единении душ и ищет свою родственную душу. Это очень крутая карта на мечту. Поэтому прямо сейчас закрой глаза и представь себе перед своими глазами его образ, и он обязательно появится. Втайне он мечтает о единении душ. Он боится, чтобы ему отказали. Он отказозависимый и не привык, чтобы ему отказывали. Для него твой отказ будет боль. Равно боль. И он не любит, когда ему отказывают, и страдает, когда ему отказывают. Может быть, из-за того, что сам он не умеет говорить «нет» даже самому себе или даже тому, что приносит ему боль и страдания. Хорошо. Давай теперь посмотрим его намерение. Зачем он скрывает чувства? Зачем он скрывает свои чувства? Потому что у него очень много эмоций. Может быть, эти эмоции не сильно хорошие. Здесь четверка чаш падает под пятерку чаш. Это говорит, он чувства скрывает, потому что ему действительно больно. И в прошлом у него большая боль. И эта боль его достала. Надоело, да? Поэтому зачем он скрывает чувства? Чтобы их не показывать, а зачем именно, как будто бы зачем, да? Или после чего? После какой-то боли и страдания. Ну окей. А думает ли он тебе признаться в чем-то? Он не торопится признаваться пока что. Очень статичная карта. Нет, пока нет. Ну нет, так и нет. Ладно, пусть. Хотя карта такая, знаете, созревшая, вызревает. Ну, давай так. Почти готов. Вот-вот. Но нет. Вот, слышишь как? Вот-вот, но нет. На грани. А видит ли он вас парой? Да, допускает при смене обстоятельств. Может, нужно что-то продать, может быть, что-то подкопить денег каких-то или более уверенно чувствовать себя на ногах и в финансовом плане. Да. Ну и посмотрим. Вот все-таки карта болотная больше такая, да. Это как застрять в болоте все равно. Вот что останавливает его? Его останавливают прошлые отношения. Прошлая забота, прошлая женщина, может быть бывшая жена и прошлые чувства. Ну так вот. Хорошо. Давай спросим, каков его вот туз, это внутренняя карта, это наружная карта, это какие-то планы, и все равно в конечном итоге он наполняется каким-то опытом, да? А каков его внутренний план? Ну, как минимум сделать тебе роскошный подарок и превратить свою жизнь и твою, возможно, жизнь достаточно роскошную жизнь и сделать из нее праздник. Окей? Хорошо. А теперь мы посмотрим с вами, друзья, энергии, которые между вами находятся, да? Которые как бы связывают, может быть, вас. Как бы проверим их, да?
Чувствуешь ли ты его на расстоянии? Да, чувствуешь. Здесь шестерка или влюбленная, я ее не показываю, она немножечко такая откровенная, да? Да, чувствуешь. И ты его на расстоянии понимаешь, и на расстоянии читаешь его мысли. Есть ли между вами незримая связь? Да, и она проходит внутри твоего сердца. Кстати, если ты вода, а он телец, козерог или дева, а ты рак, особенно скорпион или рыба, вы очень хорошая пара. Имейте это в виду. Окей, мне нравятся ваши энергетики пока что. Когда, вот давай спросим, именно когда он особенно думает о тебе, при каких обстоятельствах? Когда ему плохо особенно. Но учитывая то, что ему плохо по пятерке чаш достаточно часто, а тут Луна, когда тоскует, когда печалится, и когда переживает, и когда страдает. Когда ссорится с женщинами, и может быть, когда ищет выход из сложной ситуации. Но учитывая то, что карты показывают, у меня такое ощущение, что здесь и сейчас мужчина находится в не очень таком ресурсном психоэмоциональном состоянии, и ему надо помогать, может быть, где-то психоэмоционально, энергетически, может быть, его спасать. Если вы гадаете и хотите спросить, есть ли магия на этом мужчине, не делая диагностики, мы можем ее допустить, потому что столько карт, загоняющих его психоэмоциональную какую-то ямку при желании, наоборот, из нее выйти, могут свидетельствовать о том, что на этом мужчине есть какое-то несветлое влияние магического характера. К сожалению, здесь в этом раскладе это скорее да, чем нет. Хорошо. Что происходит, давай спросим, с твоей энергией в этот момент? Такая проверочка, чик. Прямо сейчас ты пытаешься научиться слышать его. Может быть, меня? Может, ты первый раз на раскладе, да, или второй, или третий. Ну, то есть иногда мои расклады тебя взбешивают, а иногда радуют, да. И это очень круто, кстати. Не может быть постоянно только радовать или только бесить. Да? Должна быть вот какая-то гармония. Но тем не менее, с твоей энергией сейчас происходит что? Синхронизация. То есть ты настраиваешься на частоту голоса моего и на частоту того мужчины или той женщины, если ты мужчина, к которой ты тянешься. То есть происходит эмоциональная синхронизация с частотами мира. Твоего мира. Вот он иллюзорный пока что, но частоты уже настраиваются. Электрон вроде бы как не имеет массы, да? А он есть, если что. Он существует. Так и мужчина твой, и женщина твоя существует, даже не имея массы пока что. Все рождается в нейровселенной, в потоке нейронов. Ну, возможно, такая концепция тебе не подходит, если ты материалист. Хорошо. Какие знаки судьбы ты уже получаешь прямо сейчас? Судьба тебе дает знак о том, что у тебя есть богатый жизненный опыт. Ты не знаешь, что с ним делать, но ты и не будешь знать, что с ним делать, до тех пор, пока не вознамеришься хоть что-то сделать новое, отличное от того опыта, который ты уже накопил. Услышь это. Если сразу не понял, я повторять не буду. Поставишь на паузу, отмотаешь немножечко назад. И это приблизительно у нас 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 20 вопрос приблизительно. Это будет 1, 2, 3, 4 блок по вопросам после вступления. Найдешь в тайм-кодах. Это очень мощный инсайт для тебя, возможно.
Хорошо, ну давай тогда немножечко посмотрим его прошлое. Прошлое твоего мужчины, который любит, или твоей женщины, которая любит тебя. Давай спросим, вот тут есть болезненные такие карты, пятерка, да, и четверка, да, и отношения какие-то, да, вот тут вот шестерка это. Вот давай спросим, что оставило боль в его сердце? Уход из отношений. Этот человек ушел из отношений, и в его сердце до сих пор боль. Восьмерка кубков. Ну окей. То есть расставание, разрыв отношений оставил его боль. Боль в его сердце. А если ты гадаешь на бывшего, то у него до сих пор болит сердце, ты представляешь? К кардиологу его срочным. Давай спросим, а сравнивает ли он тебя с прошлым? Сравнивает. Но смотри как. Но себе в этом не признается. Да, он сравнивает тебя с прошлым, но не говорит себе об этом. Ты чувствуешь, как интересно, да? То есть он, для него это сравнение, то есть он находит в прошлом преимущество, особенно если ты в прошлом. То есть, если ты в прошлом, то для него ты была приоритетнее, чем есть сейчас. То есть он жалеет, понимаешь об этом? Если ты еще не была, но он видит, то, может быть, он ищет какие-то твои сильные стороны или видит, чем вы можете друг другу помогать. Да? То есть он оценивает ресурсы таким образом. Ну хорошо. Да, сравнивает. Чего он боится повторить или что он боится повторить? Он боится сорваться эмоционально и не контролировать себя на эмоциональном уровне. Ну и смотри, здесь король чаш. Это может быть с луной алкоголь, алкоголизм, вещества и вообще эмоциональная нестабильность. Видишь, тут карты, и я не буду показывать страшный суд, она немножко откровенная карта, поэтому не готов к... Ну, как бы он боится сорваться в эмоциональную нестабильность. Может быть, подсознательно, если о магии идет речь, да, и ты понимаешь, что магия тут есть какая-то, то, может быть, боится опять попасть под раздачу магических энергетик. Это может быть здесь прямо о магии вся. Смотри, король жезлов это маг, потом идет маг, потом очищение, страшный суд, перемены к лучшему, луна, и король чаш это опять о магии. Ну и луна тоже о магии. Поэтому здесь прям магический столб такой. Окей. Кстати, мужчина действительно должен быть с очень мощной потенцией. Как физической потенцией, так и магической потенцией. Давай спросим, а готов ли он к новой любви? Вот так вот. Зайдем с козырей, да, как говорится. Нет, не готов он, пока от нее защищается. Смотри, тут прямо... Восьмерка кубков, император, жесткость, король мечей, жесткость. Король кубков, он этого боится повторить. То есть, готов ли он к новой любви? Ответ нет, к сожалению. Но на здесь и сейчас так вот отвечают карты. Ну, хотя он пытается, вот в чем хороша эта карта, да, что король мечей это попытка понять хотя бы почему. Поэтому он пытается разобраться в себе. Прекрасно. Хорошо, ну давай тогда спросим, что он готов ради тебя отпустить или отсечь от себя ради тебя. Прошлую семью и прошлое счастье. Десятку кубков. То есть ради тебя он готов быть счастливым с тобой, а не с кем-то. Какая карта? Интересно, напиши, как это перекликается к твоей, ну или с твоей ситуацией, да, или откликается. Давай посмотрим немножечко на его действия теперь, да. А то влюбился в тебя тайно, да, а не действует, надо посмотреть. Давай спросим, вот что подтолкнет его проявляться? Или что станет тем катализатором, чтобы прямо раз и проявился? Проявитель, закрепитель, да?
А он решит стать свободным человеком и решит быть сильным, мужественным особенно, да, или рискованным, или рискованной. То есть он устанет быть в плену своих, может быть, где-то иллюзий, может быть, каких-то страхов, а может быть, просто перестанет быть, хотеть пленником или заложником ситуации. Когда же он все-таки решится, давай спросим. Ну, здесь у тебя получается весы, а весы это у нас октябрь-ноябрь, то есть осенью, октябрь-ноябрь. В октябре-ноябре. Ну и может быть что-то должно решиться с судом. Или с какими-то судебными тяжбами, а может быть и с разводом. Ну, человек может разводиться, да, особенно мужчина, женщина. Ну, мужчина и женщины разводятся, да, то есть после суда, развода, вот такое. Как у него будут готовы документы, да, потому что все-таки, видишь, здесь суд, а здесь власти, и может быть и восьмерка чаш о разводе, то есть ему нужно просто развестись. Что бы он хотел сделать, но не может. Он бы хотел и готов бы был служить тебе, да не может, потому что есть обстоятельства. Хотел бы тебе помочь, да не может, тоже есть обстоятельства. Как он представляет первое сближение? Радостным, чувственным, веселым, эмоциональным. Не буду добавлять много секса, но таким эротическим. Волнующим и возбуждающим. Все, больше я сюда ничего не добавлю. Хорошо, а готов ли он бороться за тебя? Если уж он не готов, да, к вот этой карте. Нет, не готов пока бороться. Не готов, почему? Потому что это было бы обманом. Почему? Не могу сказать. Почему выпала карта обмана? Может быть, ему действительно нужно вот эти вот мечи убрать, чтобы эти мечи убрались. Учитывая то, что карта падает на вопрос, готов ли он бороться за тебя, а здесь кража, может быть, он в такой энергетике находится, магической, да, что крадники съедают все его светлые побуждения по отношению к тебе. У меня такое ощущение, что у тебя к нему дорога закрыта. Вот сейчас такое. Откуда оно? Вот смотри, восьмерка мечей. И здесь восьмерка чаш. А под ними дорога. Вот это вот шестерка здесь, да, влюбленные. Это открытые дороги. А вот эти две карты. Это закрытая дорога. А вот эта дорога в противоположную от тебя сторону. Вроде бы как и к тебе, но к тебе он не идет опять-таки. Понимаешь, да? И здесь вообще карты такие, ну, печальные. Такое ощущение у меня, что этому мужчине дорогу закрывает вот женщина, допустим, его бывшая, к примеру. Да. Ну ок. Давай теперь с тобой заглянем в будущее ваших отношений. И посмотрим, вот как все может развиваться у вас дальше. Как может развиваться. Пока оно может развиваться так, что оно не может развиваться. Слышишь? Оно будет развиваться так, что мужчина будет сидеть на попе ровно и нифига не делать до тех пор, пока он не выйдет из зоны комфорта. Или какие-то обстоятельства не выпхают его, покалывая ему в попу. Смотри, 8 чаш, опять падает 8 чаш, потом 8 мечей, 9 чаш. А здесь очень статичная карта. Поэтому, как все может развиваться дальше? Оно может хорошо развиваться, это классная карта. Но она сугубо эгоистичная, сугубо чисто эгоистичная и сугубо для комфорта мужчины. Поэтому мужчина из зоны комфорта выйти не может. А если он не может выйти из зоны комфорта, то как могут развиваться отношения? Отношения это не только зона комфорта, это еще зона дискомфорта. Поэтому пока нет. То есть, еще раз, будущее ваших отношений. И все может хорошо развиваться, в принципе, до тех пор,
Или с тех пор, вот так даже, с того момента, как мужчина решится не сидеть на попе ровно. Особенно мужчины, вот прислушайтесь, у вас оно может, все может, просто у вас прокрастинация тут называется. Ну, это, я выбачаюсь, это прокрустово ложа для мужчины в любом случае. Да и учитывая все тут три карты, эти 8-8, как болото застрявшее, да. Вот что ты почувствуешь, когда он заговорит с тобой? Ты почувствуешь, что ждала этого очень долго. Ты почувствуешь, что тебе голос этот знаком. И ты почувствуешь, что все будет хорошо, даже если нужно будет подождать, потерпеть. И ты ощутишь себя, как будто бы ты дома. И как будто бы кто-то близкий и родной с тобой разговаривает. Возможно ли между вами близость? Так, еще раз. Да, но нужно время. Звезда. Тут прям звезда, она обнаженная. Да. Ответ да. Какие, вот давай спросим, перемены принесет в твою жизнь его любовь? Твое сердце оживет, а твоя реальность заиграет новыми красками. Ты откроешь свои чувства, откроешь чужие чувства, и ты помолодеешь лет этак на 15 и будешь чувствовать себя подростком, юношей, девушкой или как в юности. Да, любовь, она такая, она творит чудеса. И сегодня поистине волшебный расклад. Здесь колесо фортуны, здесь туз пентаклей и паж пентаклей, а здесь туз чаш и паж чаш. Здесь королева воды и король воды. Это волшебный треугольник симметричных карт, которые выпадают в раскладе очень редко в пасьянсах. И я скажу так, что после этого расклада уже, я извиняюсь, происходит прямо сейчас зарождение звезды или света, или мудрости и знания об этом человеке. Если его нету, то он уже появился, а если он есть, то в его голове уже происходит знание и видение тебя. Это любовь судьбы. Это конец страданий и начало новой жизни. Один из немногих случаев, когда десятка мечей несет в себе контекст, в контексте точнее, да, несет в себе смысл в контексте расклада позитивный, несет в себе позитивный смысл в контексте расклада. Это прекращение страданий, боли, долгожданных ожиданий, прекращение каких-то, возможно, проблем. Это любовь судьбы, это любовь жизни и смерти, скажем так. Ну хорошо, если я тебя еще не утомил, то напиши в комментариях, как я тебя утомил или как я тебя не утомил. И мы закончим этот расклад, посмотрим тайны и знаки Вселенной. Даже от себя он скрывает это. Даже от себя он скрывает, что любит тебя, не может без тебя. И чувствует тебя и себя двумя половинками единого целого, как две палочки Твикс или два сникерса в одной коробочке. Тебе нужно услышать эту правду. Ваша встреча и ваши отношения, ваша любовь, ваши взгляды встретятся неожиданно. Это будет осенью или начале зимой. Это Козерог. Конец осени, зима.
Или осень-зима. Вот по этому поступку ты его узнаешь. Ты будешь сопротивляться, и он будет бороться. Мужчина будет бороться, женщина будет сопротивляться. Возможно, будет взрыв эмоций, возможно, будет борьба за что-то, но, может быть, будет какое-то болезненное ощущение. Если взять поступок, то поступок этот называется борьба за свои границы. Тебе нельзя упустить это. Тебе нельзя упустить любовь, чувство тепла на своей спине и в своем сердце. Тебе нельзя упустить вдохновение, воодушевление. Тебе нельзя упустить движение, перелет, поездку и встречу. И вот этот знак тебе даст Вселенная. Вселенная прямо сейчас дает тебе солнце, 2 солнца тебе на, говорит тебе Вселенная, бери. И говорит о том, чтобы не происходило сейчас в твоей жизни, и как бы она была, и какой бы она ни была, она может быть еще счастливее, еще удачнее, еще ярче, еще теплее, еще более творческой, еще более результативной, еще более сильной, более молодой и более успешной. И судьба тебе дает 2 солнца вместо луны и звезды. Что ты будешь делать с 2 солнцами? Поставишь на паузу и напишешь в комментарии. А я обязательно поставлю тебе своє сердечко. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. І нехай 2 сонця сяють для вас 2 шляхами, а який ви оберете, напишіть мені в коментарі. До зустрічі. Побачимось.